Сегодня суббота, вечером обещают грозу, поэтому мы отправляемся к озеру Эмосон в горы. Я приехал в Шателлард. Оказывается, эта остановка только по запросу. Хорошо знать заранее. Сейчас найду фуникулер и еще несколько подъемов. Итак, я поднялся на первом фуникулере. Следующий трамвайчик через полчаса. Поэтому есть время осмотреть, что тут рядышком есть. На этом уровне должно быть как можно больше всевозможных туристических развлекаловок. А я иду сейчас к деревне из веточек. Что-то накапывает изредка, но облаков толком нет и непонятно. То ли дождь, то ли просто высота. Здесь есть даже что-то для огня. Или похоже на огнище. Огнище, это не огнище. Как это называется? Кострище. Вот, кострище. Опа. А это мой поезд, кажется. Итак, вот оно, озеро Эмосон. Озеро и его дамба. Это большое озеро, а мне нужно озеро, не знаю как-то, наверное, озеро вид Эмосон. И это вот та вот дамба. Сюда надо ехать. А как это объяснить? Меня спрашивали про ледник. Есть ли здесь ледник? До ледника пока не добрался. Но вот такие вот куски вдоль дороги валяются.
Вот теперь официально добрался до ледника. Может, это не называется ледник, но очень похоже. Жесткая такая граница. Тут ледник, тут уже зелень. И водопадик. Видимо, один из тех, которых питает озеро. Выглядит мелким, но чрезвычайно буйным. Мне предстоит пройти туда, потом вот наверх, наверх и вот туда, вот куда-то наверх еще. И вот тот водопад превращается вот в этот водопад. Вот такой вот товарищ повстречался нам на пути. Совсем бесстрашно. Вообще забавное ощущение быть так высоко, в одной футболке, шортах, видеть вокруг снег, чувствовать себя при этом нормально, тепло. Вообще нормально. А еще здесь можно встретить вот такие вот странные знаки. Даже не ледяная, так холодная, но холодная, по-честному. Немножко стрёмный проходик, наверное. Весьма путающий указатель. Мне на вот этот вот. И вот ради всего этого все вот то вот и было. Изначально я думал где-то вот там вот, на зеленой травке, разбить палатку. Но зеленая травка пока не появилась, поэтому придется искать какую-то другую зеленую травку. Вообще тут чуть больше льда, чем я ожидал. Но я хотел чем больше, тем лучше. Ну вот и первые опасности. Можно подскользнуться. Опаньки! А трава-то на месте. И снег на месте. И вообще все на месте. Так это сплошной обман какой-то. Вот снег, ну лед, который видно, когда поднимаешься. И он идет, 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 куда глаз тянется. Или взгляд. А тут все чики-пуки. Даже вот место для палаточки есть. Хоть на земельке, хоть на камушке.
Хочешь на травушке. Ха. Здесь видно одно озеро, второе озеро. Воду рядышком. Ветер дует откуда-то с той стороны, меня там прикрывает. Что это, скала? И здесь как раз место на одну палатку. Сейчас уже 7:30. Дует сильный ветер, поэтому я все никак не решаюсь взлететь дроном. А это был мой план. Потратить остаток батарейки здесь и потом спускаться вниз. Кроме того, на небе облака. Причем там беленькие, а там одно черненькое, которое все никак как-то с солнца не сойдет. Оно как-то двигается вдоль себя. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо. Я сейчас собираюсь. Все-таки попробую запустить один трюк с дрона. И иду вниз к озеру снимать дальше. Наверное, я задержусь на час по сравнению с изначальным временем, как все планировалось. Может, на 2. Забавно, уже видел первого фотографа. Подымался тут, подымалась, ходила, фоткала. 7:30 утра. Сюда еще не ходят трамвайчики, сюда еще не ходят фуникулеры. Где-то тут явно есть еще одна ночлежка или кемпинг. Я вот так вот пытался проанализировать. Вчера, когда надо было выходить, я думал выйти к поезду на час или выйти к поезду на 2. И уже рюкзак был фактически собран, надо было только докидать еду из холодильника. И все готово. А как-то неохота было идти. Вроде уже все сделал. Должна быть уже какая-то награда, а награды еще никакой нет. Ты сидишь дома такой, уныло. И идти не хочется, и сидеть не хочется. Вот. Потом берешь рюкзак, выходишь. И как только оказываешься на улице, уже такой, рюкзачок, бодрячком. Появляется какое-то желание хотя бы до поезда дойти. Вот. Потом доходишь до поезда,
И там уже ты в путешествии. Первый поезд, правда, не особо считается. Я доехал до Лозанны, ехали 3 минуты. Успел только вспомнить, задуматься, ничего ли я не забыл. Вот. А вот потом уже едешь в поезде снимать. Думаешь, что снимать. Вот. Потом поезжаешь сюда, фуникулеры. Первый фуникулер, поднимаешься и думаешь, а тут что такое? Что делать вообще? Еще идти, не идти, уже хорошо как бы. Может быть, здесь и разбить палатку, но как-то уже хочется все выше. Поднимаешься на второй фуникулер. Тогда как раз начался дождь. И вот тут как раз самый сок начался. Вроде бы не погода, и уже такой азарт начинается. Мол, окей, дождь, ветер, так в принципе есть курточка в рюкзаке. В целом, когда доберешься, есть палатка. Палатка тоже ветронеподуваемая и водоотталкивающая. Вот. Есть в целом горелка. Вот. И потом идешь, вот когда я шел мимо озера, как-то я даже и забыл, что я особо куда-то иду, потому что как будто бы уже дошел, но еще надо идти. Все вокруг красиво, надо что-то поснимать, видишь что-то, ты идешь туда, хочешь ногу опустить в озеро, идешь опускаешь, хочешь пофоткать какую-нибудь корягу, фоткаешь, хочешь потестить какой-то режим дрона, достаешь дрона, тестишь, идешь. И с такими мыслями я словил себя где-то в самом низу подъема, что я так не особо куда-то продвинулся. Вот. Времени еще было вроде бы прилично, с запасом. Решил себя подускорить. Решил, все, теперь топаю вверх. Ну и очень скоро подъем пошел вверх. И уже на подъеме такой думаешь, ё-моё, может быть, вот реально здесь остановиться. Но уже какой-то такой, что ли, спортивный азарт. Тут не путешественнический, а такой спортивный, что не, я шел туда, я должен дойти. Поднимаешься. Когда поднимаешься наконец на эту дамбу, думаешь, такой, ё-моё, халява. Видишь здесь снег, лед, и думаешь, ну, хоть что-то новое. На Нижнем озере это снег только на земле лежит. О, льдина упала. Вот. Ну и оно того стоит в конечном итоге. И я бы нигде такой утесик снизу не нашел. Ну, я искал и не нашел, не увидел. Вот. И людей здесь я видел 4 штуки. 3 вчера и 1 человек сегодня. Шикардос.
Что-то я вчера и не приметил. Такой вот маленький значочек. Он был все равно не кстати, но сейчас самое кстати. Я почти спустился к Нижнему озеру, и очень удачно стало солнечно. Прям разница в температуре, в ощущении. И ветра здесь нет. Для дрона точно хорошо. И я покидаю эти чудесные горы. В заключение советую каждому отправиться в такое путешествие. В лучших традициях, после того, как я сходил наверх, я решил посмотреть на карту. Оказывается, там есть еще одна дамба. Но ее видно только до начала лета, а потом ее затапливает. Так что там 3 дамбы.